Европа зовет, открывает пути, но сколько же стоит мечту обрести? И стоит ли ехать, тут сложный вопрос. Давай разбираться, включай мой видос, что, как и зачем в Европе. Привет, друзья! С вами Игорь. Это мой второй долгожданный сюжет про переезд в Европу, а конкретно в Испанию. В первом видео мы вам рассказывали о том, как мы семьей переехали из Украины в Испанию. В нем слезы, драма. Софии тогда было всего 3 месяца, а сейчас мы уже большие, нам уже 3 года, и мы можем делиться опытом. На самом деле, я шучу, в первом видео мы просто рассказали правду о том, как мы оказались в Испании. А это видео про 7 вещей, которые нас поразили в первый месяц жизни в Испании. От привычек местных до странной культуры сиесты. Если вы планируете переезд или вам просто нравятся прикольные истории жизни иммигрантов, это видео вам точно понравится. Спасибо за ваши положительные отклики на наше первое видео. Оно было ознакомительным, но я должен был его сделать. Это видео уже по теме канала. Не забывайте подписаться и поехали, vamos! Что, как и зачем в Европе? До войны я был очень известным адвокатом в Киеве. Неплохо работал и, собственно говоря, много времени проводил в путешествиях. Повидал, так сказать, мир. После всего, что было, вы понимаете. Переезд, новая страна, я очень много видел. Я думал, меня уже ничем не удивить. Но, как говорят испанцы, no confundas las vacaciones con la vida real. Ну или, как говорят у нас, не надо путать туризм с эмиграцией. Испания, как добрая фея, решила, что сюрпризы у меня в жизни только начинаются. И первый же месяц выдал мне целую кучу культурных особенностей. И вот вам 7 самых забавных и неожиданных вещей, которые меня просто озадачили, в лучшем смысле этого слова. Приготовьтесь улыбаться, удивляться и смотреть на Испанию моими глазами. Глазами украинца, который уже немного видел жизнь и мир. И цену простым радостям тоже знает. Vamos, поехали! Что, как и зачем в Европе? Кому и por qué en Europa? What, how and why in Europe? Первое, что нас удивило, это, конечно, испанское приветствие. Поцелуи. Мы как-то обычно сдержанно себя ведем, а тут 2 горячих поцелуя в обе щеки. Вот, например, представьте, что я встречаю Анджелину Джоли. Как вы думаете, что происходит? Правильно, она целует меня в щеки. Кстати, если бы это было реально, я бы уже, наверное, снимался в Голливуде. Но, увы, это всего лишь фотошоп, зато теперь вы точно знаете, как это выглядит. В первые дни я чувствовал себя как герой шпионского боевика. Уклонялся, избегал, боялся нарушить личные границы. После нашей сдержанности испанский поцелуй — это как братание народов. Но потом привык, втянулся и теперь сам всех целую налево и направо. А теперь давайте разберемся, откуда взялась эта традиция. В Испании целоваться при встрече – это способ показать дружелюбие и уважение. Эта традиция так и называется «dos besos» – 2 поцелуя. Этот жест используется при встрече друзей, семьи и даже знакомых, отражая дружелюбие и близость. На самом деле в Испании это происходит постоянно. Ты только познакомился с человеком, сразу чмок-чмок. Встретил кого-то на улице, снова чмок-чмок. Обычно 2 поцелуя сначала в левую, потом в правую щеку. Но будьте осторожны, если вы ошибетесь с порядком, это может привести к неловкой ситуации. Представьте, вы тянетесь влево, а ваш собеседник вправо и... Кстати, а вы знаете, кто еще любил целоваться на публике? Леонид Ильич Брежнев. Да-да, тот самый, он был просто мастером поцелуев. И если бы Брежнев жил в Испании, он чувствовал бы себя как рыба в воде. Тут его талант был бы оценен по достоинству. Но самое забавное — это когда ты не знаешь, нужно целоваться или нет. Например, встречаешь соседа в лифте, целовать его или нет, а если это почтальон? Шучу, конечно, но иногда это действительно сбивает с толку. Поехали дальше. Vamos! Я, как типичный киевлянин, привыкший к бешеному ритму столицы, думал, что сиеста – это для ленивых туристов. Вы знаете, как говорят, стереотипы, но оказалось, стереотипы не берутся из ниоткуда. В Испании сиеста – это святое. В час дня города просто замирают. Магазины на замке, кафе полупустые, на улицах сонное царство. Первую неделю чувствую себя как герой фильма «День сурка». Вместо того, чтобы делать дела, вся Испания решила перезагрузиться. Но потом, летом, когда жара достигла своего пика, а усталость накапливалась, я понял, что сиеста – это гениально. После киевской гонки без остановки сиеста – это как медитация. Теперь я сам сиеста-адепт. Вообще Испания – это горная страна, но здесь нет извержения вулканов, потому что у вулкана тоже должна быть сиеста. Так говорят испанцы.
Может быть, и Киеву пора завести сиесту хотя бы летом. Как думаете, приживется у нас эта испанская ленивая роскошь? Пишите в комментариях. Если вам интересно, как найти работу без языка, как не убить риэлтора при аренде квартиры, ну или как объяснить испанцу, что борщ это святое, подписывайтесь. Айдан Канари, вы, конечно, обязательно узнаете, как переехать в Европу и, в частности, в Испанию. Сколько стоит жить в Европе, купить недвижимость или купить продукты в магазине. Как найти работу без языка, ну или начать свой бизнес. В общем, будет очень много полезной информации и всяких советов, ну и, конечно, я буду делиться своим личным опытом. Что, как и зачем в Европе? Номер 3 – это, конечно, знаменитая испанская пунктуальность. Ну, вернее, ее полное отсутствие. Если вы деловой человек до мозга костей, то готовьтесь к шоку. Здесь маньяна – это не завтра. Маньяна – это состояние души. Если вам сказали «встретимся в 8», это не значит, что испанец будет 8 часов на месте. Скорее всего, в 8 он дома будет думать о том, что надо с вами встретиться. Поначалу, конечно, это вот в первый месяц, это вообще капец как бесило. В Испании везде нужно получать запись. Ну или, как говорят местные, ситу. Вот. И поэтому, если вы услышите на сленге, что надо получить ситу, это означает, что надо куда-то записаться. Но если у вас в сите обозначено время, например, 11:30, это не значит, что в 11:30 вас примет врач или чиновник, к которому вы записались. Это означает, что к этому времени вы должны прийти. А когда вы попадете, это вообще неизвестно. В Испании даже не говорят «я опаздываю, voy a llegar tarde». Чаще всего говорят «estoy llegando», «я уже подхожу». И сроки административных оформлений документов также очень и очень расплывчаты. Я бы сказал, их нет. Ну, например, замена прав украинских на испанские проходит по времени, как вы думаете, сколько? Не догадаетесь. Год. Да, есть случаи, когда права украинские сдали, а испанские еще не получили. И прошел уже год, а прав еще нет. Здесь вообще время как-то течет по-другому. Оно как бы останавливается. Никто никуда не торопится. То есть вот можно ехать по улице, и испанец остановится, потому что он видел на тротуаре какую-то свою знакомую, ну или знакомого. Откроет окно, они мило побеседуют, при этом сзади машины все стоят, и никто не сигналит. Все спокойно ждут, пока они поговорят. Ну, правда, никто не злоупотребляет, ну, в том смысле, что они не стоят часами, разговаривают. Они перекинутся пару-тройку фраз, дальше машина поедет, и все совершенно спокойно на это реагируют. Поначалу это, конечно, было просто сильно удивляло, мягко говоря. Ну, а потом я понял, что к этому надо просто привыкнуть и принять как обычаи страны пребывания. Ну, и, собственно говоря, может быть, в этом и один из секретов испанского долголетия, что они просто никуда не торопятся, они просто живут в расслабленном режиме. И так, поэтому они здесь и живут, ну, вот до 80 лет средней продолжительной жизни в Испании. Не знаю, может быть, нам следует научиться этому испанскому маньяну. Ну, как бы, то есть, жить как будто без часов. Добро пожаловать на Мадрид Fashion Week. Здесь каждый день это смесь дерзости, элегантности и абсолютного пофигизма. Пункт 4, который нас удивил, это, конечно, испанская мода. Сейчас мы поговорим об испанской моде. Не о той, где все бегают за брендами или трендами, а о настоящей испанской моде. И главный тренд испанской моды – умение не париться по поводу моды. Если вы думаете, что Европа – это сплошные миланские показы и парижский шик, то именно это нас удивило в Испании в первый месяц нашего пребывания. Знаете, как в Испании относятся к моде? Никак. У нас в стране, чтобы выйти за хлебом, это повод, надо что-то надеть. В Испании это повод выйти из дома. Может быть, даже и в пижаме. И может быть, даже в 3 часа дня. И это норма. Я думал, что тут все одеваются, как в сексе в большом городе. Оказалось, пираты Карибского моря. Они создали Zara, чтобы весь мир гнался за трендами. А сами... Испанская мода – это что-то. Первые дни я думал, здесь как у нас. Встречают по одежке, меряются лейбами и машинами. Ну, знаете, как у нас говорят, понты дороже денег. А в Испании вообще полный дзен. Здесь действительно никто не парится насчет того, во что ты одет. Главное, чтобы было удобно, не жарко.
Им можно было в любой момент пойти на пляж. У меня есть знакомая, да и у вас наверняка такая дамочка есть, которая бежит за брендами, как будто от этого зависит ее жизнь. У тебя нет сумки Луи Виттон? Ты кто вообще? В Испании же ценят аутентичность и индивидуальность. Здесь важнее, что у тебя внутри, а не сколько нулей на ценнике твоей одежды. После киевской гонки за модой такое расслабление в отношении брендов – это просто бальзам на душу. И знаете что? Это даже как-то освобождает. Не нужно постоянно думать о том, как выглядишь, не нужно тратить кучу денег на модный шмот. Просто наслаждаешься жизнью. Здесь люди носят то, что удобно, и при этом выглядят стильно. Как они это делают? Секрет прост. Они не гонятся за модой, они ее создают. Так что, если вы собираетесь приехать в Испанию, можете смело оставить свои самые модные наряды дома. Здесь не принято кичиться своим благосостоянием, и на вас будут смотреть и тыкать пальцами, и говорить: вон, смотрите, идут в тапочках Луи Виттон. И, честно говоря, в этом есть своя особая испанская прелесть. Поехали дальше. Что, как и зачем в Европе? Кому и por qué en Europa? What, how and why in Europe? На этом канале мы рассказываем о жизни в Европе, эмиграции, даем много полезных советов, и все это с юмором. Подписывайтесь! Первый месяц – это постоянное удивление. И не только от сиесты и маньяна. Знаете, с чего оно началось? С цен на еду. По мне видно, что я люблю поесть. И когда мы приехали в Испанию, я думал, что я разорюсь на еде. Но Испания сказала: расслабься. Голодным ты тут не будешь, не похудеешь. Ну и, собственно говоря, по миру не пойдешь без денег. Почему? Да потому что в Испании очень дешевая еда. Ну и давайте начнем, например, с супермаркета. Супермаркеты в Испании – это рай для тех, кто ненавидит кастрюли. Полкилометра от готовой еды. Бери, грей, ешь. Лазанья, тортилья, гаспачо – все это за очень небольшие денежки. Вот это знаменитая черная паэлья с морепродуктами. За достаточно смешные деньги, не хуже ресторанной. А вот еще один символ Испании – тортилья, на которую лично я запал. Говорят, что едят ее тут чаще, чем дышат. Вообще тортилья – это не просто еда, это такой себе стиль жизни. Ее едят на завтрак, на обед и на ужин. Испанцы говорят: знаете, почему тортилья круглая? Потому что если бы она была квадратной, ее называли бы омлетом. Вообще это картошка с омлетом и приправами. Вот это и мне хватит завтраков на 5. Ну, конечно, с хамоном. Хамон в Испании – это не мясо, это фетиш. Он висит в кафе, в магазинах и даже у соседа на балконе, как люстра. Есть такой испанский анекдот. Ты вегетарианец? Да. Ну хамон-то ешь. Ну хамон, конечно, он же особенный. Килограммовая лазанья. Хоть это не испанская, итальянская еда, но испанцы ее очень любят, она готовая, вкусная и дешевая. Это наша любимая лазанья. 5 сыров. Летом, конечно, это гаспачо. Говорят, что это способ андалусийцев выпить салат. Это местная окрошка-заменитель. Томатный сок, холодный, с приправами. Ну, вкусно, блин. Ну а теперь еда в ресторанах. Потому что в Испании еда в ресторане – это не роскошь, а средство пообщаться. Так как ценник в ресторанах такой, что себе могут позволить сходить в ресторан практически все испанцы. Средний ценник на поужинать где-то 20-25 евро, а средняя зарплата в Испании 1500-2000 евро. Mini lady. Sí, y sal, por favor. Sal, ok. ¿Esto es solo para mí? Eso solo para ti. Ten cuidado, no toques que está quemando. Solo para mí, сказал официант. Только для меня. Это Анина любимая еда. Чипитасы. мадам. Точно не надо тратить сотни евро на еду, а просто есть и наслаждаться жизнью. Тортильей, ну или черной паэльей. Я стою в очереди за чурросами. Это еще одна испанская штука, которая нас крайне удивила. Это просто деликатес, жареные палочки, но, блин, вкусные. Hola, media. ¿Todo junto? Sí, junto. Так что первый месяц в Испании удивил меня ценами на еду. Теперь я понимаю, почему испанцы такие жизнерадостные. Не нужно думать о том, как бы сэкономить на обеде. Жизнь становится куда проще. Ну и, конечно, климат и погода. Кстати, о погоде. Следующее, что нас поразило, когда мы приехали в Испанию, это, конечно, погода. Потому что мы выезжали в марте 22 года из Украины, и было очень холодно, мы все промерзли.
и надеялись, что попадем на райский остров, ну, типа, как, знаете, из рекламы. Но когда мы сюда приехали, то, целый месяц шел мелкий моросящий дождь, практически не переставая. Зимой бывает очень даже холодно. Вот я сейчас одет по-зимнему, потому что сейчас февраль, и на мне типичная национальная испанская одежда. Ну, то есть жилет и свитер. Бывает в Испании и дожди, вот как сейчас, в марте, уже неделю идет дождь. Да и ураганы бывают, в общем-то. Ну, слава богу, не часто, но тем не менее бывают. Хотя, конечно, по статистике, 330 дней в году в Испании очень даже комфортная погода и светит солнце. Но в августе бывает очень жарко, особенно на побережье Коста-Бланка. Хотя на севере Испании погода не такая жаркая, как на юге, но зато почти всю зиму идут дожди. Поэтому легенда о том, что в Испании райский климат, ну, она не совсем правдивая. Бывает по-разному. Хотя даже мелкий моросящий дождь не испортил нам впечатление об Испании, особенно после Западной Украины. Почему? Я обязательно расскажу в следующем пункте. Что, как и зачем в Европе? Но знаете, что нас больше всего поразило в первый месяц? Больше, чем хамон, сиеста и маньяна вместе взятые. Это, конечно, люди. Испанцы до такой степени радушные, что они, наверное, горячее, чем испанское солнце. И то, как нас приняла Испания, ну, наверное, заставило многих эмигрантов остаться здесь. Когда мы приехали в Испанию в марте 22 года, понятное дело, что из вещей у нас было ровно столько, сколько мы смогли сложить в машину, когда вырывались из оккупации. Ну, то есть, по сути, у нас не было ничего. И наши знакомые, которые нас и пригласили в Испанию, рассказали испанцам о том, что мы беженцы из Украины, и сказали, где мы живем. И через 3 дня у нас было все. Посторонние люди, которые говорили с нами на разных языках, и многие из них даже не знали, как нас зовут, несли нам новые вещи. Сумки, коробки. У Софии появилось все, начиная от носочков и заканчивая детской кроваткой. Нам даже подарили кресло для кормления, которое тогда еще 3-месячной Софии было не нужно. Но испанец, который его привез, сказал: ничего, вырастет, и оставил нам. В общем, у нас образовался почти что склад. Склад человечности, сострадания и доброты. Было ощущение, что мы просто приехали к каким-то очень близким родственникам. Это продолжается постоянно. Например, тогда же мы собрались группкой из 10 человек и пошли в фотоателье, чтобы сделать фотографии на документы. Но у Софии были абсолютно другие планы, она не собиралась фотографироваться. И молодая фотограф 40 минут вокруг нее прыгала, плясала, пела песенки. А потом я спросил, сколько с нас со всех за фотографии. И она ответила: вы же из Украины, с вас ничего. И тут меня пробило. Я понял, что это не просто жест, это душа. Так принято. Просто помогать, от души улыбаться. И знаете, именно после этого пункта я понял, что Испанию невозможно не любить. Они просто помогают, просто улыбаются, от души и искренне. Именно поэтому многие и остаются в Испании, потому что испанский менталитет – это полное дружелюбие. Именно поэтому здесь так легко и свободно иностранцам. В Испании можно не знать законов, можно не знать языка, но в Испании ты точно знаешь, что тебя здесь не бросят. Что, как и зачем в Европе? В общем, вот такая она Испания. Страна лотереи. Непонятно, что будет. То ли сиеста, то ли фиеста, но точно будет маньяна. Однозначно можно сказать, что скучно не будет никогда. Просто надо немножко подождать. Ну, или, как говорят испанцы, «кера сера сера». Что будет, то будет. Если вам понравилось это видео, то, как говорит София, подписывайтесь на канал. Ну и ставьте лайк, потому что это самая лучшая благодарность нам за нашу работу, Испании за дружелюбие и солнце. А уже через неделю у нас будет баттл «Австрия и Испания», где мы сравним 2 страны, где лучше принимают беженцев, где комфортнее адаптироваться, где как найти жилье и где какая медицина. В общем, будет, как всегда, не скучно и весело. До встречи через неделю. Что, как и зачем в Европе?